Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Инвиз. Уже все лето я не выпускаю вообще никаких видосов. И вот под конец лета я решил все-таки выпустить какой-нибудь видосик. У меня закончились идеи, я просто не знаю, что снимать по этой игре. То есть, правда, от слова совсем я не знаю, что снимать. Неужели мне просто брать, записывать катки того, как я играю, например? Будет ли вам это интересно? Отпишитесь в комментариях. Я все ваши комментарии с радостью прочитаю. Давайте я не буду затягивать, видео у нас будет о том, как быстро можно настроить чувствительность в этой прекрасной игре. Не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на мой канал, ну а мы погнали! Я зашел на полигон. Со времен моего отсутствия полигон, конечно, очень сильно поменялся, прям очень сильно, но не в этом суть. Суть в том, что мы берем оружие, с которого чаще всего играем, берем обвесы на это оружие, и прицелы, на которые мы хотим настроить чувствительность. В моем случае это тройка, четверка и точка. Двигаемся в ту сторону. Тут, в принципе, на полигоне ничего не поменяли, если мы до сюда добежим. Вот. В принципе, все на месте, и можете, если хотите, оружие брать отсюда. Это сути не меняет. Извиняюсь за свой голос, я немного приболел. Вот, так что сорян. И что мы делаем? Мы заходим в настройки чувствительности и сбрасываем нашу чувствительность на средние значения. То есть гироскоп и чувствительность на пальцы мы сбрасываем до средних значений. Зачем это нужно? У вас может быть сейчас большая чувствительность, у кого-то может быть она очень низкая чувствительность. А я хочу относительно средней чувствительности настроить себе, под себя чувствительность. Что я буду делать? Я ставлю на средние параметры чувствительность. И опять же, если у вас гироскоп есть, вы его включаете. Если у вас гироскопа на телефоне нету, то можно настроить чувствительность и без него. Показываю, как настроить с гироскопом. Относительно этого гайда можно настраивать чувствительность и без гироскопа. Итак, я поставил чувствительность на средние параметры, гироскоп включил, все видите на своих экранах. И мы начинаем просто пробовать двигать пальцем сначала по мишеньке, по первой мишеньке, по второй мишеньке, по третьей мишеньке. И надо делать это плавно, без перевода точки за, получается, мишеньку. Мне сейчас кажется, что у меня слишком резкая чувствительность. Я не могу четко переводиться и контролировать свою чувствительность пальцем. Плюс я знаю, что я буду в будущем контролировать чувствительность через гироскоп. Поэтому я беру, захожу в чувствительность и убираю чувствительность на коллиматорный голографический прицел. Я ее убираю. Примерно на 10 пунктов убрал. Дальше проверяю, как сильно снизилась чувствительность. В принципе, она стала плавнее. Меня это почти устраивает. Я возьму, снижу ее еще, примерно на 7 пунктов. Вот так вот ее оставлю. То есть я уже пальцем могу контролировать движения свои плавно. Дальше. У нас помимо чувствительности камеры есть еще и чувствительность прицела. Это у нас категория, если мы ее включаем, то есть она у нас может быть выключена, мы ее включаем. Эта категория у нас отвечает за чувствительность во время зажима. То есть когда мы касаемся пальчиком кнопочки стрельбы, чувствительность у нас уже работает из второго пункта. Поэтому если мы тут сделаем нашу чувствительность, допустим, большую, да, вот у нас сейчас чувствительность достаточно хорошая, маленькая, и когда я начну зажимать, у меня чувствительность начнет улетать, потому что активируется второй пункт. Я рекомендую вам сначала его не трогать, когда вы будете настраивать таким вот образом чувствительность, да. Я рекомендую вам оставлять параметры около тех значений, которые у нас есть в первой категории. Потому что мы не будем контролировать чувствительность пальцем. Мы в большинстве случаев ее будем контролировать гироскопом. Поэтому я рекомендую даже сделать чувствительность во второй категории, то есть чувствительность прицела, рекомендую сделать меньше, чем в первой категории. Примерно немного. Тут у нас будет 33, тут у нас 30. Также я делаю, к примеру, от третьего лица, то есть мне надо совершать какие-то точные движения и не переводить пальцем. Но опять же, тут уже дело вкуса. Я большую чувствительность на палец не люблю. Я возьму, поставлю ее
к примеру, 72. Тут также я сделаю 68. И, в принципе, меня это устраивает. Я могу пальцем, без гироскопа, так вот наводиться на мишеньки. Видите? Вы также должны добиться такого результата, чтобы не переводить чувствительность, ну, пальчик, и не доводить. То есть у вас должна быть идеальная середина. Вы должны четко кликать, четко наводиться, без перевода прицела и без недовода. То есть это дело времени, это надо заходить и пробовать прям понемногу снижать либо добавлять чувствительность. Я уже примерно свои параметры знаю чувствительности. Я их не заучивал, просто я уже примерно знаю, на каких значениях мне комфортно. Если вы слишком сильно переводите пальчиком, то берете чуть-чуть уменьшаете. Если наоборот не доводите, то есть вам чуть-чуть не хватает, то немножечко добавляете. В принципе, все очень сильно понятно. Так, с этим разобрались. То есть это вот самый простой способ, самый быстрый способ, без каких-либо траблов и проблем. Я вам рассказал также про второй пункт, за что он отвечает. Я его рекомендую ставить чуть-чуть ниже тех параметров, которые вы настроите в первом пункте, потому что тут у нас включается в игру гироскоп. Гироскоп офигенная вещь, вы двигаете телефоном, и все ваши движения телефоном повторяются у вас на экране. То есть я захожу в чувствительность гироскопа и ставлю, например, чувствительность от третьего лица 400%. Теперь небольшое движение телефоном создает такие вот тряски и движения. Такую чувствительность, конечно же, я ставить не рекомендую. Если вы не какой-нибудь араб, китаец, азиат, все вместе взятое, то не рекомендую ставить. Я думаю, что вы обычный игрок, начинающий игрок, и я рекомендую начать с более низких значений. Я рекомендую ставить примерно 270. То есть от этой чувствительности пробовать играть. Комфортно ли вам, трясется ли у вас чувствительность, ну, экран или нет. Тут опять же все зависит от гироскопа в вашем телефоне, какой он у вас чувствительный или нет. Зависит от веса вашего телефона, от размера. Если у вас телефон очень большой, либо вы вообще играете с iPad, то я рекомендую ставить гироскоп побольше, потому что вам совершать движение будет сложнее, более тяжелым устройством, большим устройством. И наоборот, они у вас могут быть точные при большой чувствительности. А на легких телефонах я рекомендую, ну и вообще девайсах, я рекомендую ставить чувствительность поменьше. Потому что телефон маневренный, легкий, мобильный, и им двигать очень удобно. И если у вас будет маленькая чувствительность, вы можете движения совершать свои очень точно. У меня 13 Pro, он достаточно маленький, легкий для меня, поэтому я поставлю даже 215. Вот, я могу плавно двигать, опять же, все равно тряска есть. Но, в принципе, мне наводиться удобно. То есть я... как это вам показать? Вам надо, помимо стоячего такого положения, да, когда вы стоите и наводите, вам надо еще постараться пробовать, то есть позиционировать прицел свой. То есть держать его четко на мишеньке, в ходу, в прыжке, в движении. Мне это делать не очень легко, я привык к 90 кадрам. Сейчас для видоса поставил 60. Вот. Короче, вы должны прыгать, двигаться по-разному и держать прицел четко на своей, так сказать, цели, на мишеньке. И надо это все уже совмещать с пальцем, то есть двигать гироскопом и пальцем. То есть вы пальцем двинули, гироскопом уже стабилизируете. То есть вы пальцем могли сильно перевести, вы берете гироскопом доводите. Либо наоборот, вы пальцем не довели, вы гироскопом доводите. То есть вот не довели чуть-чуть или перевели, гироскопом скорректировали. Также и в обратную сторону. Поэтому мы пробуем прыгать по-разному, передвигаться и держать прицел четко на мишеньке. Также вы должны научиться резко наводиться на мишеньки и держать их четко в прицеле. То есть вы должны прямо тут побегать по вот этой площадке и постараться в движениях со всякими мансами вместе пробовать наводиться гироскопом и пальцем одновременно на мишеньки. Вот. То есть это вот надо потренировать, это как тренировка для, так сказать, гироскопа.
чтобы привыкнуть к нему, чтобы правильно почувствовать сенсу. Если чувствуете, что слишком резко, слишком все дергается, уменьшайте чувствительность. А если наоборот не хватает, чуть-чуть добавляйте ее. Мне, в принципе, это нравится, результат этот меня устраивает. Я могу двигаться, позиционировать прицел, наводиться на мишеньки. Также пробуйте разворачиваться от мишенек на 180 градусов, а потом резко поворачиваться и наводиться на мишеньки с разными фликами, с разными резкими движениями, обыгрывать разные ситуации, которые у вас могут произойти в катке. Вы, например, стреляете по врагу здесь, да, где-нибудь, потом по вам начинают сзади зажимать, и надо резко отреагировать, понимаете? Поэтому надо этот весь момент учитывать и быть готовым к любой ситуации. Взяли, стали вот так вот, потом резко повернулись и, к примеру, наводитесь на какую-то мишеньку. Мне чуть-чуть маловато чувствительности, я ее чуть-чуть добавлю. Так, теперь смотрим. Ну, сейчас намного мне комфортнее. То есть я телефоном чуть-чуть двигаю и корректирую свои действия. А в клоусфайте я могу уже подойти, потренировать вот так. Также можно, к примеру, как вариант, подойти сюда, в тренировку зайти, в обычную тренировку, настроить скорость движения вот так вот на максимум. И когда у вас появятся мишеньки, пробовать подвигать джойстиком и пропозиционировать прицел за мишенькой. То есть использовать палец и гироскоп. И старайтесь делать это плавно и не просто стоять. Сначала стойте и пробуйте двигать прицелом по мишеньке, да? Вместе с пальцем и с гироскопом. Потом можно попробовать по ней стрелять уже, как раз таки отрабатывать вторую категорию чувствительности, вот эту, да? И потом можно пробовать двигаться, приседать по-разному и стараться держать прицел на нашей мишеньке. Это самый простой способ настроить чувствительность. Дальше рассказываю, что сделать надо нам со второй категорией чувствительности. Да? Это у нас АДС, то есть такая же категория, как у нас здесь. Во время зажима включается у нас она. Ее можно отключить, тогда чувствительность будет одинаковая. Можно включить, и чувствительность можно разделить. Я тут рекомендую от третьего лица чуть-чуть добавлять, либо чуть-чуть убавлять. Но совсем чуть-чуть. Я раньше играл на убавленной ADS чувствительности. Сейчас ее можно чуть-чуть добавить, буквально немного. Примерно столько. И когда мы начнем зажимать, она у нас немножечко, так сказать, увеличивается. И нам становится немного комфортнее вести. Потому что первая категория мы наводимся, вторая категория начинаем зажимать. А вот с прицелами все намного интереснее. С голографическим, точнее с коллиматорным прицелом мы делаем так же. То есть становимся. Нам, видите, пальцем мы можем вводить. Давайте отключу эту штуку. Пальцем мы можем вводить, но гироскопа нам не хватает. Заходим в настройки гироскопа и ставим примерно такие же значения на точку. И теперь пробуем именно совмещать гироскоп с пальцем и наводиться на наши мишеньки, на головы, на тело и смотреть, что у нас из этого выйдет. Делать такие какие-то движения резкие, флики. Мне чуть-чуть не хватает чувствительности, поэтому я ее возьму, добавлю. Ну вот, уже комфортнее становится. Принцип настройки вы поняли. Не хватает, добавляем. Слишком много убавляем. А вот тут начинается очень интересный момент. Потому что тут я вам рекомендую чувствительность чуть-чуть убавить. Вы подумайте, зачем на коллиматорный прицел это делать? Потому что, когда мы начинаем зажимать, нам надо иметь более плавный спрей, точный спрей. Для этого мы чуть-чуть убавляем нашу тряску на гироскопе, то есть на коллиматорном прицеле, и чуть ее убавляем. Тем самым мы наводимся,
резко, а стреляем уже... Давайте я сейчас звук потише сделаю. А стреляем уже более точно. И зажимаем уже более точно. Потому что наша большая чувствительность на гироскопе не должна влиять на наш зажим в худшую сторону. Поэтому, когда мы зажимаем, у нас спрей становится более точный, если мы чуть-чуть уменьшаем чувствительность. Так, заходим также в настройки. И, в принципе, с прицелами делаем то же самое. То есть у нас сейчас слишком какая-то резкая чувствительность на 3х. Поэтому мы заходим сюда и убавляем ее на немного. Тут я также сразу сделаю, даже чуть меньше ее сделаю. Все, она у меня теперь маленькая, плавная. И я что делаю? Я захожу в чувствительность гироскопа и ставлю на тройку чувствительность примерно, ну, в 222, ой, 5, и пробую. Она у меня сейчас такая более резкая стала, дерганая. Давайте чуть поменьше сделаю. Также пробуем фликать, двигать по-разному. Видите, слишком резкая. Я возьму на палец еще убавлю чувствительность. 15 поставлю. Тут я ставлю тоже 15 и попробуем. А вот на гироскоп я бы чуть-чуть... Давайте все-таки на пальчик добавлю чуть-чуть. Добавлю на гироскоп 5% буквально. Тут сразу добавлю также, чтобы потом не забыть. 20. И совмещаем также палец с гироскопом. Видите, у меня уже получается делать какие-то такие АИМ действия точные. Да, резко, но это все можно настроить, сделать более плавно. Уменьшайте чуть-чуть чувствительность и пробуйте, чтобы у вас все получалось делать совершенно точно и отточено. В принципе, так вот. Тут я рекомендую тоже экспериментировать, все-таки с такими более большими прицелами, это 3х, 4х. Я раньше добавлял, то есть у меня там стояло, допустим, на четверке 180%, да? Ставлю 180% на четверку. Тут тоже чуть-чуть убавлю. Возьмем четверку. Вот у меня стояло 180% на четверку в первой категории и стояло 200 во второй. То есть я наводился, а зажимал я, грубо говоря, с большой чувствительностью. Но потом я понял одну интересную вещь, что можно взять, уменьшить. То есть, допустим, давайте поставим тут 200, увеличим, получается, тут у нас 180, а тут у нас 204. То есть мы навелись и начинаем зажимать. У нас чувствительность на гироскоп увеличивается, тем самым мы компенсируем отдачу. Но давайте я вам покажу интересный момент. Я возьму и уменьшу чувствительность. То есть я вот тут на палец чувствительность добавлю во второй категории на 1%, к примеру, да? Можно даже на 2%. А вот тут я возьму чувствительность уменьшу. То есть я поставлю не 180. Давайте поставлю 171, то есть на 10% меньше. Тут у нас идет тряска такая, да? А теперь смотрите, я начинаю зажимать. И у меня зажим более точнее, нежели с большой чувствительностью гироскопа. Поэтому с этим тоже экспериментируйте, пробуйте. Можно, допустим, изначальную чувствительность поставить больше, 200, к примеру, ровно, да? А тут мы поставим 189. Теперь у нас чувствительность большая на четверку.
она у нас уменьшается, и прицел ведет у нас более стабильно себя. В принципе, вот такой вот простой гайд. Я старался его не затянуть, но уже вижу, что по времени он вышел прилично так. Тут нету никаких заумных вещей, я не объясняю вам какие-то секреты, которых нет, да. Все зависит от ваших пальцев, рук, девайса и от того, какая у вас чувствительность. Если у вас конченная чувствительность, значит и играть вы будете, сами понимаете как. А если у вас чувствительность настроена под ваши пальцы, под ваш экран, под ваш девайс, то играть вы будете четко. У вас не будет ничего трясти, не будет во время файтов прицел улетать куда-то. То есть просто заходим, полигон, банальный наш полигон, старый, простой полигон. На него заходим, банальные какие-то действия делаем, флики по прицелам, стреляем по мишенькам, по прицелам, что я сказал. Наводимся на мишеньки, стреляем по мишенькам, двигаем, фликаем, настраиваем. Не хватает, добавляем. Слишком много, убавляем. На зажим также. Слишком трясет. Возьмите вы, убавьте гироскоп, если вам некомфортно. То есть я, допустим, давайте тройку возьму, сделаю 200%. У меня телефон маленький, да? Тут я, допустим, сделаю 187. То есть вот так сделаю. Мне меньше трясти начало, смотрите. Я могу, допустим, позиционировать наш прицел, наводиться куда-то. Пробовать можно зажать даже. Сейчас вообще без задачи получилось. То есть контроль пальцем небольшой и гироскоп. Тут у меня гироскоп большой, его трясет, но во время зажима он становится чуть меньше и в точку. Но логика всем игрокам PUBG подсказывает, что надо чувствительность в этой категории увеличивать, чтобы зажим проще было контролировать. Да, вы будете вот эту ось вертикальную ось, вы сможете контролировать просто, но у вас вот этот расколбас будет прицела. И как раз таки, чтобы его не было, нам надо чувствительность эту чуть-чуть уменьшить на гироскоп. У нас не будет трясти прицел вот так вот, понимаете? В этом и есть секрет настройки. И опять же, это все индивидуально. Кто-то, наоборот, может с таким расколбасом очень хорошо играть. Кто-то так, наоборот, контролирует отдачу. Но, опять же, это все зависит от веса вашего девайса, от размеров вашего девайса. Я говорю про девайс, на котором вы играете в PUBG. Поэтому пробуйте, настраивайте. Я вам рассказал такой небольшой, можно сказать, этот секрет, что ли. Ставьте чуть-чуть меньше чувствительность от вашей первоначальной чувствительности. То есть давайте вот на 4 я все-таки возьму, поставлю, к примеру, 170, даже 5 попробуем. Тут поставлю 165. Даже можно чуть меньше поставить. На палец я возьму, поставлю чувствительность 14. Тут 15 пускай будет на 4. Попробуем зажать с 4. То есть у нас сейчас немножечко прицел трясет, да? Мы можем резко фликать, наводиться на наши, так сказать, мишеньки, да? Также тут можно наводиться резко. Опять же. То есть, в принципе, удобно. Теперь пробуем зажать. Тут у нас немножечко трясет. Я возьму, поставлю тут 15%. Тут поставлю 16%. Попробуем. Прокомпенсируем гироскоп. Ну, такое себе. Можно попробовать, к примеру, взять, тут поставить 181. Тут мы его поставим 170 и попробуем зажать. Попробуем еще увеличить чувствительность во время зажима. 80. Тут тоже оставим такую же. В принципе, не трясет. Пробуем. Но видите, у нас немножечко колбасить прицел стало. Поэтому можно попробовать, что сделать. Можно попробовать зайти сюда и все-таки поставить ее где-нибудь на значениях 75. Тут каждый процент вообще влияет. Ну вот, уже
получилось лучше. То есть тут мы наводимся на противника, да, который, допустим, за забором там стоит, а мы начинаем зажимать, и у нас вот эта тряска убавляется, и зажимать по врагу легче. Но вы спросите, а как же зажимать по транспорту? А тут как раз таки и включается у нас пальчик, то есть мы начинаем больше пальцем просто вести. Все. Мы что на палец тут сильно чувствительность не убавляем. Допустим, с 4 мы ее оставляем такую же, либо увеличиваем. Так что вот это все вы учитываете. И делитесь своим результатом в комментариях. Я комментарии ваши буду читать. Очень интересно, у кого что выйдет, получится. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. И не забывайте залетать в мой телеграм-канал. Там я могу опубликовать свои настройки, могу с вами, со зрителями общаться, спросить, какой видосик, например, снять. В общем, телега — это мое такое логово вне ютуба. Поэтому залетайте, ссылочка будет в описании. Ну а с вами был Инвиз. Такой вот простой, но длинный гайд. Извиняюсь за длинноту этого гайда, но я надеюсь, что очень многим этот гайд поможет. Еще раз с вами был Инвиз. Всем до новых встреч. Пока-пока.